Ответ Москвы. В России отреагировали на трибунал для Путина. За решетку предлагают отправить Зеленского и Байдена. Украинцы недовольны коррупцией и обстрелами. При этом люди готовы к компромиссу для завершения войны. Сколько же граждан Украины выступает за войну до границ 91 года? Данные опроса. Урсула фон дер Ляйен попала в немилость. Почему президент Еврокомиссии оказалась под угрозой вотума недоверия? В чем просчет? НАТО кинула Украину. Западная пресса пишет о сдаче Киева Путину и усталости Альянса от войны. Детали резонансного материала. Иран допускает повторный удар по американским военным, а в Белом доме новый скандал. Что не так на этот раз? Призыв в армию через СМС в Казахстане, обращение Путина к Западу из Минска, а также летающие люди в Сингапуре. Обзор важных событий. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. В Брюсселе назревает политический шторм. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась под угрозой вотума недоверия. Все из-за громкого скандала, уже прозванного Pfizer-гейтом. Крайне правые депутаты Европарламента требуют ее отставки после того, как суд ЕС признал незаконным отказ фон дер Ляйен раскрыть переписку с главой Pfizer времен пандемии. Тогда шли миллиардные переговоры по закупке вакцин, а сообщения оказались потеряны. И хотя фон дер Ляйен, скорее всего, переживет голосование, назначенное на сентябрь, политические последствия уже ощущаются. Ей придется лавировать между левыми и правыми, чтобы удержаться в кресле, пишет Financial Times. Хотя порог для инициирования вотума недоверия относительно низкий, для смещения фон дер Ляйен и ее комиссии потребуется более 2/3 голосов присутствующих депутатов. В парламенте 720 членов, и 401 из них проголосовал за ее назначение год назад, хотя с тех пор она потеряла поддержку некоторых из них. Коррупция в стране беспокоит украинцев больше, нежели российские удары. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», Института стратегических исследований и прогнозов «Янус», а также издания «Барометр общественных настроений», который проводился в стране с 6 по 11 июня. Итого, на вопрос, что, на ваш взгляд, наиболее негативно влияет на общую ситуацию в Украине, 48,5% респондентов ответили высокий уровень коррупции на госуровне. На втором месте с отрывом в 7 пунктов оказались постоянные атаки дронов и ракет на объекты инфраструктуры. Ответили украинцы и на вопрос, каков сценарий завершения войны им близок. Практически 56% считают, что должен быть поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран. Практически 17% согласны на заморозку войны по нынешней линии фронта, и лишь 13% хотят продолжения боевых действий до восстановления границ по состоянию на 1991 год. При этом более 60% украинцев проголосовали бы и за вступление в ЕС и НАТО в ближайшее время. Но в НАТО вновь дали понять, там пока Украину не ждут. В долгосрочной перспективе это реалистично. Но если одна из ключевых стран Альянса, а именно США, на данный момент против членства Украины в НАТО, это не произойдет в краткосрочной или среднесрочной перспективе, как бы вы ее ни определяли. Но в долгосрочной перспективе путь должен быть. Помните, что изначально целью Путина было уничтожение независимого суверенитета и территориальной целостности Украины. Для меня суверенитет – это право выбора. И, на мой взгляд, это связано с двумя решениями. Первое – членство в ЕС, которое произойдет, и, надеюсь, в конечном итоге также членство Украины в НАТО, поскольку это самый сильный военный альянс в мире. The Telegraph пишет, что НАТО сдала Украину Путину, а чувство предательства было очень заметным. В итоговой декларации Альянса никто не осудил Россию. Ко всему, формальное присутствие Зеленского на саммите подчеркнуло нарастающую усталость НАТО от Украины, уточняет издание. Пренебрежение саммита НАТО к проблемам Киева символизирует тревожную тенденцию, говорится в материале The Telegraph. Вашингтон-Пост при этом уточняет, что без видимого конца войны экономика Украины находится на грани краха. На данный момент экономика Украины держится, хотя и при значительной поддержке Запада. Но, как говорят чиновники и аналитики, существует риск, что финансовая помощь в будущем окажется недостаточной. Единственный крупный инвестиционный план на горизонте, недавно подписанное соглашение США о разработке минеральных ресурсов Украины, все еще находится на стадии подготовки и займет годы.
В России накануне заявили, что решения, принятые в НАТО, им не страшны и на безопасность не повлияет, ответил Западу Лавров. А что касается влияния вот этого 5% потолка, вернее цели в 5%, влияние на состояние нашей безопасности, я не думаю, что оно будет хоть каким-то значимым. Мы знаем, какие цели мы преследуем, не скрываем их, открыто о них объявляем, они абсолютно законны с точки зрения любых интерпретаций принципов Устава ООН и международного права. И мы знаем, какими средствами мы эти цели всегда обеспечим. В то же время Варшава считает, что Путин проиграет новую гонку вооружений. Немецкая пресса пишет, что глава МИД Польши Сикорский считает, что с Путиным случится то же самое, что и с Леонидом Брежневым. Он сам однажды сказал, что Советский Союз развалился из-за чрезмерных расходов на вооружение, и теперь он делает то же самое. Это означает, что Путину придется выжимать еще больше денег на оборону из экономики размером с Техас. При этом сама Европа должна вооружиться. Такие заявления вновь и вновь звучат из Брюсселя. Там заявили о желании превзойти Россию по количеству дронов. И вообще, Европа должна создать армию БПЛА. Беспилотники РФ, о которых говорят сейчас в ЕС, накануне вновь были направлены на украинские города. Десятки атаковали Киев. А уже за полночь Россия подняла в воздух МиГ-31К, носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», и ударила несколькими по западу Украины, в частности по городу Староконстантинов в Хмельницкой области, где находится один из военных аэродромов Украины. По нему Россия систематически бьет с 2022 года. У русских может быть около 5 миллионов дронов. Поэтому нам нужны мощности, превосходящие их, чтобы действительно одержать верх. Речь идет о миллионах дронов. Сейчас очень важно начать наращивать производство, формировать команды людей, инженеров, конструкторов, операторов, специалистов по цифровым технологиям, готовых масштабировать производство, если наступит день X. Тем временем день X так и не назначен для новых переговоров между Москвой и Киевом. Однако контакты не теряются. Накануне состоялся новый обмен пленными. В Кремле заявили, что когда обмены закончатся, после этого делегации смогут сесть за стол переговоров. Сейчас мы занимаемся выполнением тех гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров, прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. После того, как будут завершены все процедуры, о которых договорено, обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура. На переговоры, кстати, как уже известно, готов приехать и Трамп, но есть условия. По словам Эрдогана, который провел разговор с американским президентом, тот прилетит, если прилетит Путин. А о Путине накануне вновь говорили в Европе. В Страсбурге было подписано соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии. В МИД РФ заявили, что Москва не признает юрисдикции спецтрибунала, а работа и решения этого трибунала для России будут ничтожными. Кроме того, в Москве заявили, что присоединение к трибуналу любого из государств будет расцениваться как враждебный демарш. Это была цитата. Отреагировал и Медведев. Он заговорил об аресте Зеленского и допустил, что тогда такой трибунал действительно нужен. Какой-то Совет Европы и какая-то Украина создали трибунал по агрессии. Может, он и правда нужен, чтобы упечь за решетку кровавого киевского клоуна и его шайку. Это они организовали агрессию. Или они хотят наказать представителей ЕС и Британии? Байдена? В то же время Путин сейчас за пределами РФ, он в Минске, где проходит Евразийский экономический форум. В нескольких сотнях километров от границ ЕС он вспомнил о замороженных российских активах и, по сути, обратился к европейцам, заявив, что они занимаются кражей средств. Кстати говоря, как все мы хорошо знаем, это не секрет, значит, значительный объем наших золотовалютных резервов российских заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных, значит, систем безусловно ускорится и приобретет без всяких сомнений необратимый характер. Поэтому, а это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить.
Европа пошла против Трампа. Разведки Европейского Союза, согласно предварительным оценкам, заявляют, что Иран все-таки сохранил свои запасы обогащенного урана, несмотря на точные американские удары. Об этом пишет Financial Times. По данным источников издания, Тегеран заранее подготовился к атаке США. 2 человека, проинформированных о предварительных разведывательных оценках, заявили, что европейские столицы считают, что запас в 408 килограммов урана, обогащенного почти до боевого уровня, не находился в Фордо, одном из 2 основных центров обогащения, во время атаки в минувшие выходные. По их мнению, уран был распределен по различным другим местам. Эти источники сообщили, что столицы ЕС все еще ждут полного разведывательного отчета о масштабах ущерба. На публикации в прессе продолжает активно реагировать Белый дом и Пентагон. Министерство обороны США недовольно заявлениями отдельных американских телеканалов, которые поставили под сомнение атаки США по 3 ядерным объектам Ирана. В то же время в Белом доме говорят, что ничего иранцы не успели вывести. Мы внимательно следили, и у Соединенных Штатов не было никаких данных, указывающих на то, что обогащенный уран был вывезен до удара. С какого-либо из объектов. Верно. Высший руководитель Ирана Хаменеи накануне заявил, что Иран одержал победу не только над Израилем, но и над, далее цитата, американским режимом, который вступил в войну напрямую. Хаменеи называет иранский удар по военной базе США суровой пощечиной Америки и добавил, что Тегеран, если надо, нанесет еще один удар. Тот факт, что Исламская Республика имеет доступ к важным американским центрам в регионе и может наносить по ним удары, когда сочтет нужным, это не мелочь, это крупное событие. И это событие вполне может повториться в будущем. Если произойдет агрессия, цена для врага и для того, кто протестует, безусловно, будет высокой. О победе уже не первый день говорят и в Израиле. Нетаньяху заявил, что эта победа над Ираном открывает новые возможности. Какие именно, предлагаю послушать. Мы решительно сражались против Ирана и одержали великую победу. Эта победа открывает возможность для значительного расширения мирных соглашений. Мы энергично работаем над этим. Наряду с освобождением наших заложников и разгромом Хамас, здесь есть окно возможностей, которое нельзя упустить. Мы не должны терять ни единого дня. Повестка в телефоне. Сенат Казахстана в 2 чтениях одобрил поправки к закону, которые теперь позволят и официально разрешат отправлять повестки в армию по СМС или через правительственный портал e-Go. Теперь уклоняться станет сложнее, армия сама найдет тебя во входящих. Это главное, но не единственное нововведение. Школы превращаются в настоящие военные стартапы. Преподаватели НВП теперь обязаны иметь армейский опыт и регулярно проходить переаттестацию в военных вузах. Больше никакой теории без практики. А еще в планах создания специализированных военных школ по всей стране. Пройдешь допризывную подготовку, получишь бонус при поступлении в военные вузы и шанс сразу заключить контракт на службу. Государство делает ставку на жесткую и четкую систему патриотического воспитания. Напомню, накануне в Казахстане открыли инновационный учебно-тренировочный комплекс подготовки операторов FPV-дронов и летного состава, оснащенный современными тренажерами и симуляторами. Полеты будущего. На борту британского авианосца, пришвартованного у берегов Сингапура, устроили зрелищное шоу. Пилоты в реактивных костюмах от компании Gravity Industries продемонстрировали, как выглядит человек в полете 21 века. Создатель костюма, британский инженер и пилот Ричард Браунинг, лично поднялся в воздух, облетая гигантскую палубу авианосца. Вместе с ним в небо взмыли и другие участники команды. Устройство, больше похожее на снаряжение супергероя, оснащено 5 газотурбинами двигателями, развивает скорость свыше 130 км в час и позволяет управлять полетом с точностью дрона. Топливо авиационное, дизель или даже биоальтернатива. Демонстрация стала частью Дня обороны и безопасности индустрии и приурочена к 60-летию дипломатических отношений между Великобританией и Сингапуром. Друзья, хорошего вам дня, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, оставляйте также свои комментарии под этим видео, и я напомню, новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. До встречи!